Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, с вами Роман, и сегодня я буду лепить Шао Кана из игры Mortal Kombat 11. Если вы еще не подписаны на наш канал, то жмите подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Как обычно, я сначала слеплю все основные элементы фигурки. Для того, чтобы было проще соблюдать пропорции, советую пользоваться изображением героя в нужном масштабе. В качестве каркаса буду использовать алюминиевую проволоку. Пока буду лепить, расскажу вам историю этого персонажа. Вряд ли можно позавидовать тому, кого ожидает схватка с Шао Каном, великим воином и признанным императором внешнего мира. Суровый и немногословный убийца, играючи разрывает соперников на части голыми руками. Прибавьте к физической силе острый ум, и перед вами идеальный противник, готовый уничтожить человека, призрака или бога. Первое появление Шао Кана состоялось в игре Mortal Kombat 2. Императору досталась роль финального злодея, победить которого способен далеко не каждый. Создатели колоритного персонажа Джон Тобиас и Эдвард Бун. Авторы видеоигры в жанре Fatality сперва превратили Шао Кана в Тартакана, раса, населяющая внешний мир, но позже отказались от идеи. Длинные зубы и слюна плохо сочетались с костюмом воина. Второй вариант подарил злодею субтильное, почти скелетообразное тело. Такой образ сделал Шао Кана похожим на Шан Цунга, колдуна и ученика императора. Поэтому от задумки вновь отказались. Третья попытка стала финальной. Герой вырос до 2 метров, набрал вес и обзавелся мускулатурой. Фирменным знаком императора стал шлем, по форме напоминающий череп. Боевой наряд императора навевает мысли о воинах Азии. Прошлое Шао Кана покрыто тайной. Судьба мужчины прослеживается с момента, когда герой занимает пост советника при короле драконов Анаги. Первое место помощника не отвечает амбициям мужчины, поэтому Шао Кан убивает действующего императора и захватывает место лидера во внешнем мире. В отличие от мудрого правителя, злодею не удается сдержать районы государства. Во внешнем мире происходят постоянные бунты и вооруженные конфликты. Желая потешить собственное самолюбие, Шао Кан приступает к подчинению других миров. Императору потребовалось несколько тысяч лет, чтобы накопить достаточно сил для захвата крупного мира под названием Эндемия. Завоеватель выигрывает поединок смертных, убивает правящего монарха и женится на королеве Эндемии против воли женщины. Королева не смирилась с новым укладом и покончила жизнь самоубийством. Дочь бывшего правителя Шао Кан воспитывает как собственную наследницу и телохранительницу. Девушка не догадывается, что воин ей вовсе не отец. Следующей целью могущественного императора стало земное царство. Но бойцы Шао Кана терпят поражение в сражении. Выйдя 1 на 1 против Горо, помощника Шао Кана, воин Земли отвоевывает победу родного мира. Во время сражения герой завоевывает новые земли и теряет верных союзников. Мужчина вступает в бой против Скорпиона, которому в прошлом благоволил. Сплочение воинов Земли приносит результат. Шао Кан ранен, земное царство остается независимым. Пока император присоединяет новые территории, во внешнем мире готовится свержение правителя. Враги и бывшие союзники разработали план, как победить Шао Кана. Замок императора подвергся нападению. Злодей убит, но захватчики не в полной мере оценили хитрость воина. От рук врагов пострадал клон, а не сам император. Очередная схватка за власть происходит в храме, построенном старшими богами. В кровавом сражении сильнейших бойцов в живых остается лишь император и бог грома Рейден. Битва против Рейдена заканчивается победой циничного завоевателя. Смерть божества разрушает последние препятствия на пути Шао Кана. Теперь воин легко объединяет множество миров в одно огромное государство. Добившись поставленной цели, честолюбивый император сходит с ума. Больше не с кем бороться и нечего добиваться. Правда, битва за мировое господство еще не завершена. Перед самой гибелью Рейден отправляет в прошлое послание, в котором сообщает себе, что Шао Кан должен победить. Это единственный способ остановить безумного императора. Авторы Mortal Kombat показывают поклонникам другой исход жизни амбициозного воина. Время возвращается к турниру за земное царство. Шао Кан побеждает в поединке смертных.
Император уже готов вступить на захваченные земли, но героя постигает кара. Шао Кан не раз нарушал правила, и терпение старших богов закончилось. Верховная власть убивает императора и восстанавливает равновесие в мире. Амбиции и честолюбие все-таки уничтожили великого воина. Способности Шао Кана разнообразны. Любимый герой приема – световая стрела. Мужчина опускается на одно колено и отправляет в противника длинное, переливающееся разными цветами копье. Еще одним ярким приемом Шао Кана считается огненное дыхание. Правда, цвет огня зеленый, но врага оружие ранит довольно серьезно. Яркий шар Кан выпускает изо рта и обеих рук. Герой обладает познаниями в черной магии, поэтому с легкостью воздвигает защитное поле. Броня непроницаема для оружия врагов, но дает возможность затянуть противника внутрь и добить его. Помимо боевых приемов, Шао Кан имеет способность поглощать души умерших. Герой легко поднимает собственное тело над землей и в критических ситуациях создает собственного клона. Хорошо известны суперудары Императора. Один из самых эффектных – выпад коленом. Мужчина молниеносно взлетает в воздух и пробивает коленом защиту противника. Сила скрывается и в руках героя. Шао Кан мгновенно разрывает соперника на две части. Часто в схватках император использует любимое оружие – молот. С его помощью мужчина с одного удара разбивает голову противника на маленькие части. Чтобы разнообразить бой, Шао Кан забивает нападающего в землю до пояса, а после отрабатывает на враге приемы рукопашного боя. Злодей не гнушается психологическими приемами. Видя собственное превосходство, Шао Кан высмеивает мастерство врага и издевается над попытками противника одолеть его. Иногда герой поворачивается спиной к сопернику, показывая, что не боится и не беспокоится о поединке. Несмотря на свою смерть в МК 2011, Шао Кан возвращается в качестве DLC персонажа в Mortal Kombat 11. Несмотря на то, что предыдущие подобные персонажи в сюжете не участвовали, Шао Кан в новой игре выступает на стороне плохишей, хоть и не является самым главным из них. Вот такая история Шао Кана, ну а я продолжаю лепку. Лепить фигурки с мелкой детализацией, конечно, интересно, но, к сожалению, лепка занимает достаточно много времени. На создание этого видео вместе с монтажом у меня ушло почти 3 дня. Так что, ребята, я надеюсь, что вы оцените мою работу и поставите лайк. Также в комментариях можете написать, понравилась вам эта фигурка или нет, и предложить новых персонажей, лепку которых вы хотите видеть на нашем канале.
Для лепки рогов на шлеме я буду использовать вот такую тонкую проволоку. Для нашего шаукана я слепил вот такой молот, внутрь ручки вставил отрезок алюминиевой проволоки. Итак, ребята, вот такой шаукан из Mortal Kombat 11 у меня получился. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Далее, как обычно, будут приветики от нашего кота Вилли и фотки ваших поделок из пластилина. Привет от меня сегодня получают Дима Довбыш, Маришка Монаришка и Руслан Альмяшев. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем вам отличного настроения. До скорой встречи.